Наши личные границы – это те правила, как с нами можно поступать, а как с нами поступать нельзя, для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо и не чувствовали себя плохо. То есть, как с нами можно, как с нами нельзя, для того, чтобы мы не испытывали в таком общении, в такой коммуникации гнев, страх, раздражение или любые другие тяжелые или острые эмоции. Соответственно, мы можем определить, где наши личные психологические границы находятся только опытным путем, то есть по нашей эмоциональной реакции. Например, если посторонний человек стоит от нас в 2 метрах, на нас не смотрит и не дышит, и не говорит ничего нам, и наше состояние от этого не меняется, я остаюсь в комфорте, то значит, этот человек не нарушает, не пересекает мои личные психологические границы. Если он, например, стоит передо мной, например, в 30 сантиметрах, смотрит на меня, допустим, и молчит, окей. И я испытываю от этого отвращение, или страх, или печаль, или стыд, что-то я тяжелое чувствую при этом, значит, он пересек, он нарушил мои психологические границы. То есть правда где-то между, то есть мы можем так калибровать. Вот если в метре стоит нам нормально, окей. Если 50 сантиметров уже плохо, и так далее. То есть мы опытным путем по нашему отклику можем выяснить, где проходят наши психологические границы. И это не только про расстояние, это, например, те правила, можно ли меня касаться, ко мне прикасаться во время разговора, или можно ли на прощание обнимашки, или можно ли сразу без спроса со мной переходить на «ты». Или можно ли давать мне советы, когда я не спрашивал? Или можно ли при мне разговаривать матом? А может быть, нужно разговаривать матом? Любое действие в отношении вас, от которого вам стало плохо, означает, что был нарушен какой-то критерий, была нарушена какая-то психологическая граница, какое-то правило, как с вами можно, было нарушено. Соответственно, по вашему отклику вы с опытом начинаете понимать, прям инструкция по эксплуатации вас. Как и что с вами можно, а как и что с вами нельзя. Соответственно, другие люди тоже понимают, как с вами можно, а как нельзя по вашей реакции, если вы ее проявляете. Если вы ее проявляете видно. То есть эмоциональная реакция здесь несет такой коммуникативный, самостабилизирующий ваши отношения характер. То есть другой человек по вашим эмоциональным реакциям понимает, как с вами можно, как нельзя. Соответственно, это механизм, который работает сам, автоматически. Но, как показывает практика, иногда он не работает. Почему он может не работать? Первая причина – вы не проявляете или проявляете не видно какие-то эмоциональные реакции. Например, у вас заблокирована эмоция гнева. Допустим, вследствие травматичного опыта. Допустим, в детстве за проявление гнева вас наказывали. Не любили и, возможно, даже били. И чтобы выжить, вы сами себе запретили испытывать эту эмоцию вообще. Соответственно, там, где она вам впоследствии нужна, чтобы отстаивать свои психологические границы, гнев напрямую восстанавливает ваши психологические границы. Это энергия, которая вам дается для того, чтобы решить ту проблему, выгнать из своего личного пространства того человека, который ее нарушает. Или применить эту силу для того, чтобы дать человеку понять, так со мной нельзя. А у вас она заблокирована, подавлена. Или, например, нельзя бояться, потому что за страх, например, в моем окружении меня презирали. Или нельзя испытывать отвращение, потому что, допустим, в моей семье нужно всегда быть для своих хорошим, даже если вас от этого уже тошнит. Вам запрещают заботиться о себе, вам запрещают иметь свои психологические границы. Особенно это актуально для тех, кто жил и рос в Советском Союзе, где на очень ограниченной жилплощади жило одновременно 3 поколения. И психологических границ не было ни у кого. И все мы вышли из Советского Союза очень сильно обгрызенными и с такими
вмятыми и травмированными. Потом кто-то восстанавливает свои психологические границы, у кого-то не получается. То есть критерий, все ли в порядке с моими психологическими границами и имею ли я рабочий механизм, который восстанавливает меня, это свободное проявление всех эмоций. И гнев, и страх, и отвращение, и презрение, ну и радость, и печаль, и любовь, и так далее. То есть все. Если я обнаруживаю, что какая-то эмоция для меня под запретом, это означает, что я не могу позаботиться о себе, я не могу защищать свои психологические границы. В первую очередь это касается именно гнева. Гнев – это в чистом виде эмоция, энергия для восстановления своих границ. Что делать в этом случае? Естественно, мы говорим про терапию, про действия, направленные на то, чтобы убрать причину этой травмы, убрать причину этой блокировки, убрать травматичный опыт, убрать внутренние конфликты, убрать весь этот тяжелый эмоциональный груз, который блокирует гнев. Например, гнев может блокироваться страхом. Это такая вторичная эмоция, это эмоция на эмоцию. Вторичная эмоция блокирует первичную эмоцию. Мы имеем клинч. Мы живем в страхе, не можем проявлять гнев, и бояться нормально не можем, и не бояться нормально не можем, и гневаться не можем, и иногда не можем не гневаться, когда нас прорывает. Потому что если у нас заблокирован гнев, это как скороварка. Через некоторое время давление нарастает настолько, что человека прорывает, и он начинает крушить мебель, может наломать дров и так далее. Потом он опять начинает бояться, а может быть начинает и стыдиться, у него налипают сверху еще какие-то вторичные эмоции, и мы имеем ретравматизацию, то есть усугубление проблемы. Второй возможной причиной может быть, если у меня, допустим, все нормально с проявлением всех эмоций. В основном все меня видят и понимают. Но есть другие люди, которые систематически мои психологические границы нарушают. Они это делают, возможно, из-за того, что они не могут считывать, у них есть свои травмы, нарушенная эмпатия. Они не научились считывать мои эмоции и не понимают, что со мной так нельзя. Моя реакция для них недостаточна. А возможно, вы столкнулись с тираном, абьюзером, маньяком, психопатом и так далее. И вы имеете дело с злонамеренным нарушением границ. И здесь нам поможет инструментарий для деэскалации конфликта, для того, чтобы более эффективно общаться с другим человеком, чтобы сразу не конфликтовать, чтобы минимизировать конфликты и, допустим, возможные разрушения. Что мы должны, что мы можем сделать на первом этапе? Допустим, человек систематически нарушает мои личные границы, унижает меня, оскорбляет меня, дает мне какие-то советы или, допустим, какой-нибудь харассмент на работе, ненужная критика, или мама приходит и дает мне нравоучение, например, как мне воспитывать своего ребенка, или начинает воспитывать мою жену, или, если вы женщина, вашего мужа и так далее. Это явное нарушение границ, и как будто бы другой человек не понимает, что вам от этого плохо. Первым шагом нужно понятно, ярко, может быть, даже усиленно проявить эту эмоцию, чтобы как минимум закрыть этот гештальт, четко для себя понять, что я эмоцию проявил. Я точно сейчас сержусь, я точно сейчас в печали, у меня точно сейчас отвращение, мне точно сейчас плохо. И этот человек это увидел. И если он продолжает дальше, нам понадобится я-сообщение или я-высказывание. Во-первых, я должен говорить только про конкретные факты, без интерпретаций и без оценок. Во-вторых, я должен говорить про себя и про свои эмоции, про свою эмоциональную реакцию. В-третьих, по возможности я должен объяснить, почему у меня возникла такая эмоциональная реакция. И в-четвертых, я должен четко дать понять, как со мной можно, а как нельзя. То есть, допустим, если приехала моя мама, и, в гости, например, и учит жить меня, учит жить моего ребенка, учит жить мою жену и так далее, вообще начинает хозяйничать,
и меня это раздражает, мне от этого плохо, допустим, там, жене моей плохо, нарушаются точно мои личные границы, и моя эмоциональная реакция никого не волнует, я могу сказать, первый факт. Мама, это моя квартира, это моя территория, я здесь хозяин. И только я могу здесь решать, как кто здесь может жить, поступать, готовить, воспитывать и так далее. Но ты воспитываешь меня, ребенка, жену и так далее. И пункт второй. И меня это очень беспокоит, меня это очень злит. Это нарушает мои личные границы, мне от этого неспокойно, потому что это моя территория, и мне спокойно только когда я четко знаю, что я здесь хозяин. У меня возникает дискомфорт, у меня возникает злость и раздражение, когда в моей квартире, на моей территории кто-то другой меняет правила, трогает мои вещи, готовит еду, со своими правилами приходит. Поэтому давай так. Если ты хочешь что-то сделать, спроси, пожалуйста, меня, можно ли это сделать. Если у тебя есть какой-то рецепт, если у тебя есть какой-то совет, пожалуйста, спроси меня, нужен ли мне твой совет. И если нужен, я спрошу, да, пожалуйста, что ты можешь посоветовать по этому поводу, очень интересно твое мнение. А если нет, я скажу, извини, мама, нет. Все четко. В чем плюсы? Этот инструмент, он позволяет нам понизить, во-первых, мое напряжение, потому что я вербально проявил, высказал свои эмоции. Заряд свой я реализовал, вербализовал. Я понизил свой заряд, свое напряжение. Второе, я не увеличил заряд другого человека, потому что я говорил только про себя, я говорил только про факты, я говорил только про свои эмоциональные реакции, да еще и четко сказал, как можно, как нельзя. То есть я не сделал другому человеку больно, и эскалации конфликта не последует, потому что я его не трогал. Соответственно, если другой человек, который нарушал мои границы, тоже воспользуется я-сообщением, мы вообще погасим этот конфликт. Это самый конструктивный инструмент для того, чтобы без конфликтов решать вопросы. Я говорю про факты, про эмоциональную реакцию, про причины и про то, как можно, как нельзя. И мы где-то встретимся посередине. Либо разойдемся, так тоже бывает. Но точно мы не подеремся. Точно не будет неконструктивного гнева, когда у каждого падает планка и уже сил, возможностей следить за собой, за своим поведением, не наломать дров у нас не происходит. Однако бывает так, что даже после я-сообщений, я-высказываний человек продолжает делать точно так же. То есть вы проговорили в ответ на какие действия. Как вы реагируете, почему вы так реагируете, как с вами можно, человек продолжает иногда даже усиленно нарушать ваши личные границы, делать вам больно. Возможно, такой человек относится к токсичным, к абьюзерам, к тиранам, к неквалифицированным боевым нелперам, к психопатам и так далее. И здесь можно применить расширенную версию «я-сообщения». Из чего она состоит? Это те же самые первые пункты. Ты делаешь так, это указание на конкретные факты, я на это реагирую так, это моя эмоциональная реакция. Почему? Как со мной можно? И здесь предупреждение или угроза. Если ты еще раз так сделаешь, или если ты будешь продолжать так делать, то я сделаю так-то и так-то. Я здесь должен проговорить некие свои действия. Возможно, это будут угрозы, возможно, предупреждение. Здесь очень важно говорить уверенно и про то, что вы действительно готовы сделать. Потому что если вы, например, проговорите некую угрозу, а потом не сможете ее выполнить, вы попадете в ловушку, из которой будет выбираться намного сложнее. Например, ваш коллега публично на собраниях вас критикует, унижает, осуждает, оскорбляет и подшучивает. И вас это беспокоит, у вас от этого стресс, у вас от этого дискомфорт, вы от этого злитесь и не можете никуда деться. Вы можете проговорить следующим образом с ним это я-сообщение. Дорогой, на собраниях ты критикуешь меня, мои личные качества, мою работу, даже когда тебе непосредственно
вопросов таких не задавали, на повестке такого не стоит. Ты пытаешься надо мной пошутить, посмеяться для того, чтобы посмеялись все остальные, по факту выставляя меня как посмешище. Это меня задевает, мне от этого больно, мне от этого грустно, печально, меня это раздражает, и я очень сильно злюсь. Пожалуйста, не делай так, со мной так нельзя, потому что для меня очень важно сохранить хорошие отношения с коллективом, уважительные отношения с коллективом, уважительные доверительные отношения с руководством. А ты данными действиями меня дискредитируешь, выставляешь меня в худшем свете. Пожалуйста, так не делай. Если ты хочешь как-то пошутить, подумай, не оскорбит ли это меня. А если у тебя есть сомнения, ты можешь тет-а-тет у меня спросить, как ты считаешь, могу ли я, например, вот этот вопрос поднять, и могу ли я, например, добавить к повестке дня такой вопрос, который касается вот таких-то твоих действий и так далее, по возможности. И имей в виду, если ты еще раз будешь без спроса, без запроса выставлять меня посмешищем, критиковать мои какие-то личные качества, говорить, например, на бизнес-собраниях про мою личную жизнь, то имей в виду, я тебе в следующий раз особо искушенные, конечно же, могут пользоваться всем инструментарием боевого НЛП для вербовки, подавления, дезорганизации или расщепления психики своего собеседника, но это уже совсем другая тема. Здесь где-нибудь появится ссылка на, например, шизофреногенные паттерны, для примера. Защита своих личных границ – это личное дело и ответственность каждого человека. Никто не обязан читать ваши мысли. Если другой человек этого не понимает, ваша задача донести эту информацию до него. И дальше уже это его ответственность, зная, как с вами можно дальше делать это или не делать. И имейте в виду, что со временем у вас и у других людей личные границы могут меняться. Все мы растем, развиваемся, может быть, старые вогнутые психологические границы у людей восстанавливаются, может быть, они сходили к психотерапевту и вправили себе личные границы, разблокировали подавленные эмоции, и личные границы у них изменились, и теперь у них совершенно другие правила. Поэтому имейте в виду, что ничто не вечное, личные границы могут быть подвижными, и ваши, и других людей. Имейте в виду, пусть вас это не удивляет, и обращайте внимание на эмоциональные реакции на свои и других людей. И не забывайте проговаривать, проявлять эти эмоциональные реакции в общении. Так вы будете более эффективны в коммуникациях, в построении отношений, и жизнь ваша будет более вкусной, наполненной, эффективной и успешной. С вами был Антон Махновский. До новых встреч!